Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Apex Legends. С вами, как всегда, Яна. И сегодня вместе с нашими игроками мы соберем свой тир-лист легенд в Апексе. Но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы погнали. Приветик, парни. Привет. Привет. Ну что, вы готовы к жаркой зарубе? Конечно. Уже готов. Хорошо, тогда переходим к нашему тир-листу. Первый у нас Эш. Б-тир, средний герой. По каким критериям, мистер Хрон? Но она, мне кажется, хороша для всего, и для паба, и для компетитива, но не S-тир. Или А, или Б надо ставить. Я бы поставил в Б. Я бы поставил в Б для пабов и в А для компетитива. Даже так. Да, мне кажется, достаточно играбельный персонаж. Он больше на команду, мне кажется, рассчитан. Ну, с ультой повеселиться тоже можно. Я бы в Б тоже ставила. Все-таки хитбокс немного большеват, поэтому в Б, а не в А. Не, он большой только когда я на нем играю. Ну, тогда коллегиально мы ее переносим в Б. Следующий у нас Бангалор. Очень веселая пассивка. Угу. Я бы Очень... туда же ее отправил. Не, она сильнее, Следом. по-моему, чем Аша. Я бы наоборот сказал, что в пабах она в А, а в компетитиве в Б. Same. Я бы ее в А тыкнул. Но два друга хотят у нее есть Б, одно поэтому... прикольное свойство, что она может отключить aim-assist контроллером. Банги в команде. Ну, это значит, тестир прицела. для компетитива должен быть. Да. Поэтому в целом есть забавные моменты. Путем большинства переносим ее в Б. Bloodhound. S-тир. О. Ну, лишка, конечно, Санечек. Я бы... Блин, ну я бы в среднее между А и Б опять отправил, честно сказать. Ну, скорее в А, чем в Б. Ну, моментальная информация. Да, моментальная Вообще, информация. ульта очень веселая. решает, Ульта move speed. Видишь энеми сквозь дымы, значит, уже лучше, чем банга. да, но у него нет эскейпов. Ульта Да, это ты лучший бу- эскейп. Санёчек, 30 ой, секунд привет. спидбуста Октана. Ну, такое. Вы рассуждаете с точки зрения компетитива или пабов? Он и в пабах, и в компетитиве хорош, потому что сразу тиммейты тоже видят. Это одно, наверное, из главных преимуществ Bloodhound над тем же Сиром, потому что тиммейты тоже видят то, что видишь ты, видят волхаки, и не нужно как-то там информацию передавать. Ты просто вот видишь все в моменте и можешь там принять правильное решение, что помогает очень часто, что в компетитиве, что в пабчиках. Угу. Наверное, я бы все-таки в А поставил. Пусть будет А, так и быть. Два человека за, поэтому А. Хорошо. Как часто вы вообще его встречаете на турнирах? Он вообще в Да мы мете? сами его После- иногда берем. В последнее время, на самом деле, его, по-моему, почти не брали. Там в какой-то момент была в NA мета, что каждая команда играла с Bloodhound, но сейчас это все подуспокоилось. Ну, вообще, когда нужен всегда герой, который сканет. Когда не было Вальки, все играли с БХ. В основном была такая БХ-мета, волхаки на волхаки. Это многим не нравилось, но мне кажется, большинство сейчас хотели бы вернуть это время, чем это с Валькой. Окей, Каустик. Хорош как в атаке, так и в защите. Ой. Наверное, в А. Блин, у нас с таким темпом только 2 ВС будет. Ну ладно, пусть тоже будет в А, согласен. S-тир это мы будем считать то, что не переигрывается ничем. Ну, это топовые, Не да. прям. совсем, но... Ну, самое. Не, ну да, справедливо. Ну, его очень сложно пушить, с ним очень просто пушить, если у другой команды нету каустика своего. Но я думаю, это справедливо. Угу, хорошо. Как часто вы играете с Каустиком? Часто. Очень часто. Вообще, мы часто меняем пики, но вот последние разы мы только с ним и играли. Да, но это еще тем обусловлено, что много других каустиков в лобби. Да. Без него очень сложно. И вообще на нем лан выиграли. Единственная контра Каустику — это твой Каустик. Хорошо, Крипта. Ну, я бы поставил его в S-тир. Опять-таки, если, например, пабы рассматривать, я бы его в D вообще опустил. Это Да, на правда. нем не весело Если играть. рассматривать... Да, это самый душный персонаж в мире. Это как на танке, я не знаю, в Overwatch. А в компетитиве, ну, я бы на А тоже поставил. Типа, ты можешь там зону засканить за 200 метров, ты можешь кучу информации собрать и так далее. Он позволяет многое сделать. В плане Да, информации именно. Ну и 150 дэмэджа в каждой драке.
Но если все объединять, то я его в С поставлю. Если компетитив и пабы вместе, но это очень сложно. Если чисто по компетитиву, я бы его, наверное, в А ставил. Просто потому что скан — это очень сильная тема, а он позволяет скамить за 200 метров. Компетитив, ранкет и пабы, тогда я бы в Б поставил. Я не против его или в А, или Б видеть. Я за С всегда топлю. За С. Крипто имба. У нас 1 голос за С, 2 за Б. Получается, что вполне логично, что он уходит, к сожалению, в Б-тир. Правильно? Да. Один из самых недооцененных героев, наверное, в игре. Да, но у него ульта очень инконсистент. Не находишь, мистер Хрон? Да. Было пару казусов, Было у нас когда мы пару его тестировали. Мгм. Если бы ульта у него работала так, как заявлено, то, что в кругу подсвечиваются враги. Да, потому тогда- что иногда в кругу люди находятся за каким-то укрытием, и они не подсвечиваются волхаком. А иногда И- подсвечивается, и это очень сильно может зарешать в некоторых моментах. Мгм. Но в целом очень веселый персонаж. И за него очень весело играть. Наверное, в пабах это А-тир, а в компетитиве С. Поэтому есть, в я бы общем, его Б. поставил в Б. Блин, ну я бы в А-тир даже в пабах бы тоже его не поставил. Я бы его в целом в С поставил. С? Я бы не сказал, что на нем супер весело гранаты кидать. Ого, гранаты. Быстрее летят. А тебе, когда ты 10 сюриков носишь, за фьюза не весело играть? Мне не весело их собирать. Это правда. Но он же потенциально очень много может делать, если вот в последней, как в последней зоне, в городской какой-нибудь зоне на ВЕ сидеть, и ты просто в каждую хату закидываешь его кьюшки. Это бесплатный паук дэмэдж по энеми, которых ты потом можешь пушить. Но это его ситуативность, это то, что... И то, что Да. ульта у него то работает, то нет, и из-за этого я бы его в С Ситуативность, ставил. значит С, ладно, пусть будет. Победили. Гибралтар. С-тир. С. Безоговорочно просто. Да. Без шансов. Самая сильная обилка в игре, очень сильная ульта, пассивка танка, ручной щит. Быстрое воскрешение, но это, наверное, к обилке идет. Совершенно связано. Мне кажется, что бы с ним ни делали, он всегда будет в мете. По сути, единственная его контра это EMP крипто, но это ультимейт 3-минутный, который типа контрит его бабл. Horizon. А, очень сильная кьюшка, очень сильная ульта. Можно иногда просто, даже не постреляв по врагам, их гранатами закидать. Блин, ну я бы в Б отправил. Я тоже за Б. Мне кажется, она больше Аше и Бангалор соответствует, чем Каустику и Бладхаунду. А да, очень веселый бубен тебе. Да, она это веселая. Это правда, она веселая. Компетитив это не про веселье, это про Гибралтара и Вальку. У каждого свой тир. Веселые в пабах, прикольные, такие классные, недооцененные. Это сложно. Если бы мы для чего-то конкретного, то тогда бы я бы ее, если вот для пабов, я бы ее, наверное, в S-тир ставил. Что на ней бегать от команд супер весело. Потому что у нее нет даже вот этого замедления, когда падаешь с высоты, можно просто постоянно бегать, стрелять, спрыгивать. Угу. Ну, давайте с точки зрения именно киберспорта, компетитива. Куда мы ее поставим? Б. Если киберспорт компетитив, то Б, да. Horizon улетает в Б. Lifeline. Так, киберспорт, да? Киберспорт. Как часто вы видите Lifeline вообще? В Е я бы поставил. Потому что F я для другого героя заготовил. Да ладно. Справедливо, я согласен. Бедный Хотя они Мираж. чем-то схожи. Это слушай. не Мираж. Мираж Это не не Мираж? самый плохой герой, да. Да, по Ладно, словам посмотрим. Хрона, Мираж — это S-тир персонаж. Там же, где и крипто. Yes. Ну, Lifeline, я не знаю, я на выходе игры помню, все играли на Рейфе, я только на Lifeline бегал, мне очень нравился ее быстрый хил. Ну, на выходе игры она имбой была. Потом в каких-то сезонах ранкеда на ней было довольно-таки весело играть. Ты просто нажимал рез на чела, и возле него щит появлялся. Ты мог постоянно Да-да-да. резать тиммейтов. Да, это было Но удобно. именно в Это было компетитиве для сломано. нее просто нету места. Мгм. Да, в Поэтому, один момент наверное, все ее обилки Е. решили либо отобрать, либо раздать другим персонажам. Кому Например, нужнее? например, вот Гибралтару добавили там скорость в бабле поднятия. Раньше этого не было же.
Но на самом деле на начале игры, если не ошибаюсь, Гибралтар был менее популярен, нежели Lifeline. Он был просто боксерской грушей. Он... Гибралтар сейчас, наверное, один из самых непопулярных персонажей именно в пабах, но в компетитиве совершенно все по-другому. На нем очень невесело играть, но он очень сильный. Тут такое. Да куда мы определяем по итогу? В Е? Ну, пусть будет Ве, блин. Да, пусть будет Ве. Мне интересно, кого они хотят в F запихнуть вместе. Мне тоже. Тогда улетает в Е. Все согласны? Да. Е? Все. Yes. Лоба. Ха. Блин, Тоже тут тоже согласен, трики. что А-тир. Потому что я читал в патчноуте, что меньше банок ресается. Ну, подожди, тогда она... Или наоборот, она менее полезной стала, потому что меньше банок будет. Да, но ведь если вокруг тебя убивают, а ты сидишь с ультой и собираешь банки с кайфом. Не, я бы в Б отправлял. Да, ну ты Б. один, а нас двое, ББ. Да, это так. Тогда Два. получается в А. Да. Да. Как часто вы за нее играете? В пабликах очень часто. В пабликах? Ну Ой, да, кого? здорово. В компетитиве я топлю за лобу в компетитиве. Нормально. Ты топишь за всех Игры. героев Блин, компетитива. Просто- если брать тех, из-за кого мы играем, то у нас S-тир это, блин, Гибончик, Валька и Каустик только, а все остальные в F-тир, потому что мы с ними не играем. Ну да, логично предположить, что если мы рассматриваем именно с точки зрения киберспорта, то, по идее, в этих тирах как раз должны быть те легенды, которых вы чаще всего пикаете. Да, так и есть примерно. Нет, ну если так, то мы, блин, Лобу не пикаем, она должна отправляться в Б. А Шумы пикали еще на пролиге втором сезоне, значит, она отправляется в А. Но проблема в том, что мы ее, например, только на штормпоинте пикали. Вот, а что ты Показать. скажешь про то, что Кабадда с Лобой заняла второе место на прошлогоднем чемпионшипе? На прошлогодний. На прошлогоднем это Звучит. когда было. Весомо так. Ну ее же не изменяли. А Это я настолько тебе же напомню, как сильно. я предлагал Слоба играть перед тем, как они это Ну сделали. так ты был ИГЛом, заколил бы тогда, ему бы играли с О. Лобой. Начинается. Ладно, мы один на турик выиграли с лобой нормально. Я за А топлю. За А. Нормально, А-тир. А тир. Да, я думаю, Ванны пока еще неплохо смотрится. С другой стороны, если она у вас находится в А-тире, но вы ее не так часто пикаете, это не говорит о том, что она как легенда плоха в чем-то. Поэтому пускай пока остается так. Правильно? Да. Мираж. Вот. Нет. Ладно. Е. Мираж. Ну слушай. Он сильнее Lifeline, он Или вынудил он сильнее, да. У него ульта часто откатывается. Ну да, но между Д и Е я бы его ставил. В компетитиве Lifeline не пикали, а Миража пикали, мы это видели. Я сам на Согласен. Мираже играл как-то. И я на Мираже играл. Получается имба. И я тоже Да, случайно да. один раз пикнул, и Получается, мы Вес, выиграли да, ту катку. переносим? Получается, в Слушай, почему-то Лайфлайн никогда случайно не пикается. Это Да. А правда. вот Мираж пикается. А не бывало такого, что кто-то на турике по фану просто берет лайфлайн и там катает? Бывало. Иногда просто на турнирах часто там или последняя игра ничего не решает, или что-то в этом духе. Мираж, получается, уходит, раз она Да. сильнее. Да, Да, наверное. Все-таки неуязвимость, да, на полсекунды. Ну, как ни крути, но все же есть. Октейн. С... Ну да, Я средняя думаю, троечка такая. он посильнее будет в Мираже. Да, но и этот батут настолько плох по сравнению с тем, что было раньше, что, ну, как-то вообще не чувствуется скорость, как будто бы летишь на смерть. Если супер старый батут брать, который в самом начале был, это вообще F-тир персонаж. Потом его бафнули до А-тира, ты летел супер далеко, и сейчас он, вот, по-моему, поднерфлен до С. Я бы не сказал, что он супер бесполезный, с ним можно, наверное, что-то делать. Но проще, по-моему, его сейчас только как вертикальную какую-нибудь... Проще Ашу взять вместо этого, да. Да, да. Потому что ты то же самое можешь сделать, ну, и быстрее это сделать. Тогда Yes. получается в С. В целом. Окей, Pathfinder. Для папчиков, наверное, S-тир персонаж. Да. Для компетитива С. Я думаю, хуже. Ну, хотя у него скан есть. Ну, блин, ну на уровне батута у него кнопки. Ну да. да. Но есть еще скан, поэтому С, я думаю, твердый.
Ну да. Пусть в С будет. И у нас Рампарт. С новыми изменениями я ее готов оставить. По приколу. Хотел посмотреть, что, да, ну, что с ней можно делать. Потому что стенки теперь у нее ставятся моментально на 120 хп. Раньше они ломались с одного выстрела, если я не ошибаюсь. Да. 40 там было или что-то такое, да? А 120 хп это, ну, где-то четверть магазина флетлайна с фиолетовым хэви-магом. А у тебя три таких стенки, которые моментально ставятся. До этого патча она точно была где-то в С или в Д, но с новыми изменениями она... Я бы ее Б ставил куда-нибудь. В А или в Б. Угу. Б справедливо. Ладно. А дальше посмотрим. Да. Б. Пока что Б. Угу. Пока что Б. Хорошо. Ревенант. F-тир. Единственный персонаж в игре, который делает своей команде хуже. Ставлю свою ульту. Таких больше просто нет персонажей плохих. Согласен. На всю карту оповещаешь то, что вот здесь вот люди, которые сюда сейчас вернутся, и их можно спокойно убить. Еще и зайти и кнопку их нажать тоже. Да. А вы видели хоть один раз, чтобы на турнире его пикали? А, мы видели. Ну, мы чаще всего с ним играли. Это мы и пикали, да? Ну, мы пикали до его нерфа, когда у него ульта на всю карту оповещалась. После этого нерфа он просто стал вообще не героем. В общем, Ревенант безоговорочно. Казалось бы, кто может быть хуже для компетитива, чем Lifeline, но оказалось, что снизу постучался Ревенант. Сир. У него очень большой потенциал, но его реализовать очень сложно. Поэтому я бы его под Бладхаундом ставил. Может, тоже в А-тир, но правее от Бладхаунда. Я бы в Б отправил. Б, да. Ну, если крипто в Б, я не верю, что Сир лучше может быть. Да, он слишком потный. Это не про Apex. Да, но если ты нокаешь чела, то можно и отменить рез потом. Ну, пусть в Б будет. Пускай будет Б. Хорошо. Валькирия. С. Даже с нерфами, которые сейчас добавили. Это даже сильнее Гибона. Наверное, самый сильный герой в игре и самый незаменимый. Вот так. Да. Хорошо. Ватсон. А. А-тир. Ну пусть будет А, да. Согласен. Самый underrated персонаж в Европе. Рейв. А или Б, наверное. Тоже очень ситуативно, но, по-моему, у нее ТП более универсальная, чем Оша. Да, она точно лучше Аши. Да, я бы тоже просто за счет того, что у нее кушка, а не только ТП, в компетитиве довольно-таки много. Да, у Аши, считай, нету кушки. А что есть, что ее нету, ничего не поменяется. А вот у Рейфа сильненькая такая. Да, наверное, Рейф это А-тир, плюс в пабах за нее весело играть. Тогда получается в А. Yes. А. И последняя это Мэгги. Точнее, предпоследняя. Ну, есть одна команда, которая показала, что она очень способная в компетитиве. Я бы отправил в Д. Не, ладно, я бы отправил в С, но фанаты команды Empire меня не простят. Ульта у нее полезнее, чем у Д и у Робота, и у Октана, это точно. И то, кстати, насчет ульты, мы что-то недавно с ней играли, я не помню, что в патчноуте что-то было про это написано, но теперь, когда ты наступаешь на эту штуку, которая ускоряет, то она меньше времени тебе этот буст дает. То есть буквально добежать до следующей. Ладно, пусть будет С, а Эмпайры на чемпионшипе докажут, что она лучше. Итак, вот пока еще не окончательный, но предварительный наш тир-лист. Хотели бы вы что-то поменять? В целом, довольны ли вы таким тир-листом, и что бы вы вот индивидуально, если была бы ваша воля, поменяли бы? Бабл Гиббона понерфил. Ну да, я бы тоже понерфил героя в S-тире, просто чтобы, мета поменялась. Потому что хочется все-таки что-то новенькое, поэтому я думаю, это нормально, если в игре, там, скажем так, в этом уже год Палька и Гиббон самые сильные герои, что там в следующем патче самыми сильными героями будет там Октан и Фьюз. Они были бы в S-тире. Я бы хотел бы вот такие вот... Или, Ревенант уже свое отбегал, мне кажется. Да. Ждать еще лет 5. Я бы придумал какой-нибудь сюжетный поворот, где у Вальки оторвало джетпак ее. Да, и она бы больше никогда не летала. Неважно, мне без разницы. Главное, чтобы она не взлетала больше никогда. Капец, хейтер.
Yes. Вот, ребят, скажите, кто из этих всех легенд вас лично бесит больше всего в Валька. качестве соперники? Угу, Валька. Валька. Из-за джетпака, да? Из-за всех кнопок, что она имеет. Да, просто иногда ты можешь там стоять себе, чилить, и просто прилетает 3 человека на тебя, и у вас завязывается драка. Вы в потной битве выиграли драку, и прилетает еще 3 человека, и вас подсасывают. Да, и то, что команды, наоборот, безнаказанно могут из там худшей позиции на планете Земля нажать кнопку и оказаться королями, я что-то не фанат. А сможет ли новый перс Ньюкасл ее законтрить, как думаете? Своей ультой? Мне кажется, Ньюкасл никого не сможет законтрить. Он такой, я так понимаю, более оборонительный. Он что-то типа Рампарта. Он такой никакой, я бы сказал. Ну, я не знаю, может есть какой-то у него потенциал, но я пока что прям не разглядел. Пока что все кнопки его убивают, остальные. Что там, гибон, что там, что угодно. В целом, пока у вас неоднозначное впечатление о новом герое. Да. Ну, а куда бы вы его отнесли? В С. Ну да, в С, наверное, я бы отнес. Между С и Б что-то непонятно пока что. Ни рыба, ни мясо. Ну, я думаю, что на ближайших турнирах, очевидно, мы его увидим. Да, по-любому люди будут Или пытаться. Не очевидно, что Не, мы ну на первых турнирах точно кто-то да попробует, там, на каких-то еженедельных. В целом, как вам такой тир-лист? Будем ли мы что-то менять по итогу? Вот где-то здесь у нас находится Ньюкасл, где-то вот средний между Б и С. Ну, я считаю, что крипто незаслуженно так низко. Нужно Я выбрать. считаю, что я что хочу крипто сказать. не заслуженно так высоко. Ну, может убрать F-тир, Lifeline в D и Ревенанта в Е, потому что, по-моему, тогда слишком... Первые 4 ряда занимает, ну сколько, 90% легенд, и вот 3 нижних, ну да, ну выглядит не очень. Ну, в целом мы можем переместить Lifeline к Миражу, если она не так уж плоха. Ну, чисто, чтобы показать, насколько низко Ревенант, да, можно лайфлайн к Миражу перейти. Но я бы не убирал Просто Е-тир. пропустить один тир. Да, потому что, ну, Конечно, конечно, даже так. стыдно находиться возле Ревенанта другим персонажем. Блин, я бы на самом деле, может быть, Банглагор в А отправил. Чтобы и Что нет, потому что думаете? достаточно очень много команд с ней. Штурмпоинт хорошо играл. Ну, если мы говорим про компетив, это отключение Да, если имасиста в competitive. определенных ситуациях. Плюс Штормпоинт. Она на Штормпоинте прям очень неплоха. На World's Edge, наверное, чуть похуже, но все равно она где-то между А и Б. Так, будем перемещать ее. Будем делать левел-ап? Или Я оставляем был её? левелапнул. Да. Пусть, Давайте. пусть будет, Так и быть, так и быть. А Лобу оставляем по итогу? конечно. Нет. Да. Команда, синергия. Ладно, так и быть. Синергия в скобочках прогнусь, оставляйте. Ребят, вот такой вот тир-лист вышел у нашей команды. Пишите в комментариях, согласны вы с таким тир-листом или нет. Пишите ваши любимые легенды. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Na'Vi Apex Legends. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Пока-пока.